2 дня мы столуемся, ночуем в прекрасной деревне Ля-Блаш. В переводе «белые дубы». Рядом горы, лавандовые поля разных цветов, не только лавандовые, но и шалфея, уютные номера, кухня такая, что ощущение, что ты не в деревне, а в фешенебельном ресторане. Явство дивной красоты и вкуса. И, конечно, обязательно десерт. У кого есть идея посетить эти места, лавандовые поля пописать, очень рекомендую прекрасных хозяев этой деревни, этого отеля, заботливых, доброжелательных, чутких, красивых людей. Кто заинтересуется, напишите мне, я вам пришлю подробную ссылку. 3-й день мастер-класса. Мы писали буквально здесь рядом, в нескольких 100 метрах, в 200 метрах от отеля, поля с видом на горы. Было ветрено, но очень комфортно. Температура не жаркая, все прекрасно. В конце ролика я покажу, что получилось. Несколько вопросов. Не забывайте, друзья, подписаться на канал, если вы это еще не сделали, и ставить лайки, конечно. Это нужно для продвижения канала. User XE. Вы обучаете вашей технике рисования. Да, я готовлю курс по технике рисунка головы. И скоро, когда я приеду в Москву, мы его запустим. Будет 8 уроков, очень важных. В данный момент на моем сайте, в моей онлайн-школе доступны 5, по-моему, уроков по рисунку. 3 из них посвящены карандашному рисунку обнаженной модели. Это довольно сложные, но понятные, конструктивные разборы, как вести рисунок обнаженной модели. Вообще формы, сложные формы в пространстве. Я там показываю один секрет, который позволит вам не ошибаться в сложных ракурсах. Обратите внимание на эти уроки на сайте. Есть еще рисунок, живопись обнаженной модели. Темперой, тоже с пониманием, как это делать. Почему важно писать обнаженную или рисовать модель? Потому что это самая сложная форма в пространстве. И если вы ее научитесь рисовать, вы научитесь рисовать, уж я не знаю, стул или какой-нибудь домик, вы нарисуете просто с лету. Текст Манао и чего-то там еще. Не понимаю Коровина. Грубо, топорно. Не навязываю никому свое мнение, но пытался читать даже его воспоминания. А что ж вы читали, если техника неинтересна? Подозрительно. Ну ладно, подумал, может, что не понимаю. Увы, со словами он излагает точно так же, как и красками. Грубо и топорно. Так, Слава, по мне, по мере той же грубости до Коровина вам слишком далеко. По мере той же грубости далеко. То есть, что это значит? То ли еще грубее и топорнее, то ли менее. Считайте комплимент. Ну ладно, хорошо, я не против. Коровин для меня это маэстро живописи. Тут мы с вами расходимся. Объяснить эту красоту очень сложно. Ну ведь смотрите, есть, например, хлеб. Вот сейчас мы ели вчера вечером. Великолепнейший просто горячий хлеб, еще с маслом оливковым. Ничего вкуснее нету. Но он грубого такого помола хрустит на зубах. А есть блинчики. Они мягкие такие. Их можно даже в них завернуть чего-нибудь, мяско. Грубый хлеб. Да еще, я не знаю, с отрубями какими-нибудь. Но вот кому-то он вкусен. А блинчики менее, например, вкусные. Хотя тоже нормально. Ну хорошо, не блинчики. Молочко. Хлеб и молочко. Совершенно разные категории. Но Микеланджело тоже выстукивал топориком и вот эти, чем там, каким-то зубилом скульптуры. Я видел в Милане совершенно меня поразивший, я помню, как, там опутанный раб, такой опутанный руками какой-то такой. Все
все топорно настолько, что нет гладкой кожицы. Ну, такой мраморный, знаете. А мрамор недоделанный. Я думаю, может, недоконченная работа? Тогда я еще думал. Но понадобилось время, когда я увидел в этом красоту. Причем такую красоту, которая... То есть он оставляет камень. Камень работает, недоделанный вообще. Он в камне вдруг прорисовывается вот топорно, недоделанно, недополирована форма. И это несет определенный смысл. Еще дополнительный смысл, кроме того, что это рабство, опутанный какой-то там с веревками. Не торопитесь, мне кажется, выносить такой мощный вердикт по поводу живописи Коровина. И если вдруг уважаемые вами художники говорят, что это маэстро, нужно просто изучать это дело. Побольше смотреть, слушать, что говорят о нем, ну, люди, которых вы уважаете. Попытаться проникнуть в эту тайну. На самом деле живопись Коровина – это тайна. В ней есть нечто, что помогает проникнуть в тайну цвета. Все дело в сочетаниях цветов. Не в том, что они, я подозреваю, от чего такая реплика возникла, от того, что не выписано, видимо. Ну, нет листочков в понимании того, что не похоже, а есть просто какие-то мощные такие пятна. Но такая живопись, такой почерк, такой подход. Я тоже не навязываю вам любить Коровина. Нет проблем. Любите других. Но постичь эту тайну непросто. Импрессионисты нам показали, что мир, наполненный, в котором мы находимся, он состоит из света. И передать свет, его качество, различные оттенки, красками, фактически показать краску на холсте, это бывает выше, чем просто отразить то, что ты видишь, с фотографической точностью. И красота сочетаний этих цветов бывает очень сложных, непонятных, вызывает у тех, кто восторгается не только формой объектов видимого нами мира, но и цветом, вызывает трепет, восторг. И даже нескольких таких грубых топорных мазков, они просто погружают человека в определенное состояние, ну, в радости, любви и так далее. Сова. Добрый вечер, Вячеслав, здрасте. Подскажите, пожалуйста, после пленэра все эти маленькие работы у вас продаются или вы их оставляете для создания больших работ? Конечно, продаются, вы можете посмотреть на сайте, и там есть такой раздел «Малый формат». Натюрморты, пейзажи. Да, это законченные работы. Если я их показываю на сайте, то работы закончены. Их можно приобрести. Смотрите на сайте, выбирайте, присылайте мне то, что вам нравится, мы обсудим. Елена Пухарева, не могли бы вы дать ссылку, где купить такой зонтик, о котором вы недавно рассказывали? На Амазоне. Amazon.com. И там продаются. Сейчас девушки привезли из Англии такой зонтик, и мне он понравился, очень хорошо сделан. Так что вы можете приобрести. Из 8 стран приехали ко мне сейчас на класс. Манона Бланик. Пусть будет такая закорючка, хочу в вашу банду. Вы уже в ней. Манона, поздравляю вас. Что касается предстоящих классов, пожалуйста, включайтесь в группу. Смотрите на сайте, какие анонсы, что будет. Будет озеро Гарда в Италии в октябре. Будет Армения. Очень рекомендую эти классы. Встретимся, поработаем. С озера Гарда к нам сейчас приехала Луиза. Она организует там класс. Вот что она сказала о сегодняшнем пленэре, на котором она работает третий день сегодня. Приехала в первую очередь вас потрогать.
Открытий много, потому что одно дело по урокам рисовать, другое дело рисовать вместе с вами, когда вы подходите, показываете, говорите, что, как, где ошибаемся, где не ошибаемся. Открытий много. Ну, главное какой-то, может, назвать? Повторяться не хочу, но тон. Тон, про который вы все время говорите, и о котором иногда кажется, что понимаешь все, а понимаешь только тогда, когда вот вы рядом и показываете. На озере Гарда приезжайте, будет у нас семинар прекрасный, не нужна машина, вы должны будете только доехать до озера, и там везде будет, можно будет пешком добираться. И октябрь, время прекрасное, не будет солнца, не будет жары, а будет... И даже если будет дождик, там все равно красиво.